Запись. Значит, сегодня начинаем масштабировать. Да? То есть, что значит мы будем масштабировать? Мы попробуем нарисовать другую систему отношений и попробовать ее как бы сделать большего масштаба. И через нее уже шагнуть вот в какое-то другое временное пространство и в нем повзаимодействовать друг с другом через это вот временное пространство, несмотря на расстояние. Вот. Но, опять же, мы начнем с настройки. Настройки наших инструментов световых, для того, чтобы мы могли сонастроиться на общий лад, и, соответственно, у нас произошла возможность вот этого вот появления новых квантовых состояний как некого дополнительного единства, да, то есть чтобы мы могли быть как единая система вот в этих отношениях. Но мы воспользуемся здесь, поэтому давайте мы сейчас что будем делать? Мы воспользуемся такой структурой, которая называется чаша радости. У нас они в двух дизайнах есть. Вот у нас вот такие карточки есть. Чаша радости такая на цветочках. Это чаша радости с рисунком Велина Винограда. Тут он, правда, на фоне у меня он почему-то... Сейчас из пакетика выну, будет лучше видно. Вот. Что у нас делает эта карточка? Она работает с теми потоками вещественными, которые мы вводим в себя. Мы все время в себя их вводим. Ну, кто-то чаще, кто-то реже, но, я так думаю, регулярно, хотя бы раз в день, но люди это делают. А может быть и чаще, потому что потоки, которые мы вводим, это жидкость и еда. Да, то есть, ну вот у нас сегодня эта структура нам поможет нам что-нибудь вот в себя ввести, такое, чтобы у нас это было общее для всех. Ну что у нас есть общее для всех? Ну, если мы будем брать просто еду какую-то, да, то есть, ну, она у всех разная. То есть, если вот так, по большому счету. Но, тем не менее, есть определенные моменты, связанные с тем, что что-то объединяющее связано с Новым годом. Ну, например, мандарины. Да, то есть, как бы, это вот такой вкус, который и запах, который сопровождает уже много лет, как бы вот Новый год – это обязательно мандарины. Правда, в свое время в Советском Союзе, как Жванецкий однажды сказал, говорит, вот иностранцы приезжают и удивляются, что это люди покупают на улице. Такие вот маленькие, зеленые и кислые. Им говорят, это мандарины. Он говорит, да нет, ну мандарины, они же такие оранжевые, крупные и сладкие. Вот. Но сейчас в основном уже продают не абхазские мандарины на улицах и в магазинах, а в основном из других стран, марокканские и прочее. Поэтому мы можем вот в качестве такого вот вкусового репера взять мандарин. Я надеюсь, что они у многих в доме сейчас есть. Но этого как бы нам недостаточно, да, то есть нам надо еще что-то, чтобы еще было более общее. Ну, обычно люди, когда празднуют что-то, произносят тосты. Но мы сейчас попробуем сделать превращение. Мы перенос сделаем. С помощью вот этой структуры чаши радости мы попробуем сделать перенос чего-нибудь хорошего на что-нибудь обычное. Для этого мы воспользуемся обычной водой и нальем какой-нибудь отдельный стаканчик, немножко водички. Поэтому давайте чуть-чуть так вот на донышке. Это вот у нас будет такой стаканчик для переноса. Ну и пойдем, если у кого есть мандарины, то возьмем, приготовим мандаринчик. Я тоже что-то забыл приготовить, сейчас пойду скажу. Так, ну я надеюсь, вы уже приготовили. Если нет мандарина, берите лимон. Он нам тоже пригодится. Кусочек лимона, то есть нам не надо много, там дольку мандарина или кусочек лимона. Да, то есть, ну, очистите, если так нам, чтобы долька была, чтобы можно было потом в рот положить сразу. Поэтому если нет, но если нету ни того, ни другого, ну, там апельсин, яблоко, там что-нибудь такое, ну, чтобы закуска у нас была. Мы же сейчас будем тосты говорить, выпивать и закусывать. Пить мы будем коньяк.
причем высшего качества. То есть марочный такой, да, то есть у нас структура, как у нас присоединена вот к этому у нас каналу, структура чаши радости. Мы на нее сейчас попробуем настроиться. У кого есть, если чаша радости, то можно ее взять в руки и настроиться. У кого нет, мы просто пытаемся ощутить вот этот вот поток в радости, который у нас идет, может быть, прямо из чаши Грааля. Ну, она где-то есть. Мы даже как-то в Валенсии ее встречали, в каком-то храме в Валенсии зашли, а там прямо у них вот выставлено, говорят, это и есть чаша Грааля, вот то самое, там целый зал для ей посвящен этой чаше. Поэтому даже мы ролик снимали. А потом информация пришла, что да, так оно и есть, это она и есть эта чаша. Хотя некоторые спорят и говорят, нет, это не она, это где-то еще есть чаша. Ее найти не могут. Ну, неважно. Мы как бы вот эту структуру, которая там в этой чаше, в чаше Грааля, мы попробовали ее вот сюда тоже заложить, но чтобы она нам превращала, вот, помогала убирать всякие искажения из тех потоков вещественных, которые мы в себя вводим, да, налаживала нам обмен веществ, ну, то есть, чтобы у нас нужно ускорить или если замедлить, то есть настроить нам этот обмен веществ. Поэтому у нас это одна из составных частей комплекта конструктора тела. Потом как-нибудь поговорим на одном из вебинаров по поводу конструктора тела, как конструировать свое тело с помощью светлиц. Вот. Поэтому мы берем сейчас, настроимся на вот этот поток радости, вещественной радости, да, то есть, которая у нас идет, мы ее все время в себя вводим. Да, то есть часто люди вводят в себя какую-то еду или питье и не замечают ни вкуса, ни запаха, да, то есть что там было. Ну, что-то проглотил и побежал. Вот. И потом еще удивляется, что вот чего-то нам вес набираем лишний. А дело в том, что человеку нам не кроме еды, кроме самих калорий, нужны еще и вкусовые ощущения. То есть надо ощутить вкус жизни через вот то, что мы вводим в себя. Мы же кусочек мира берем, да, вот такого того всего, и пробуем, мы вводим в себя. И нам надо вот на этих вкусовых ощущениях набирать определенную гамму. И вот набрав эту определенную гамму, мы в состоянии тогда есть меньше, потому что мы же наполнили себя вот этими ощущениями, и нам не надо столько еды. Мы можем ее немножко. Поэтому очень полезно под тарелку с едой подкладывать вот такую карточку, когда вы кушаете, тогда вы можете раскрыть вкусовые характеристики этой еды, и тогда у вас есть возможность с этой едой совсем по-другому начать взаимодействовать. И она будет тогда не откладываться где-то в каких-то складках, она будет, наоборот, приносить эту радость, перерабатываться более эффективно, и тогда ее надо и меньше съедать. То есть насыщение будет происходить гораздо быстрее. Мы не будем проскакивать эту точку, за которой надо было остановиться и сказать «хватит». А мы как бы по инерции раз, и набрали что-то лишнее, а потом это все надо вывести. Вот. Поэтому мы берем чашу радости, настроились на нее, да, то есть и загружаем одну интересную картинку. Картинку, которой мы делали, через которую мы делали трансляцию структуры коньяка, которому, как мне сказали, 64 года. Сейчас я выйдем. Но это, причем конструкция, она у нас не просто картинка, да, то есть она тоже активирована светличными структурами. Поэтому, когда мы сейчас подгрузим, она начнет вам транслироваться прямо на вас. И поэтому мы приготовим бокалы, да, то есть это вот наши замечательные, и будем ее превращать в коньяк, в марочный и замечательный коньяк. Сейчас мы это увидим, этот коньяк чудесный. Вот он. Этому коньяку сказали, что очень много лет, и поэтому вот он для нас будет таким эталоном, через который мы настраиваем. Что мы делаем? Мы держим вот этот бокал перед собой, да, и свет наших рук, да, то есть как бы здесь происходит смешивание так, как бы разных потоков. Один свет это, который у нас идет от наших рук. Да, у нас, кроме этого, есть вот модулятор и согласователь, да, то есть наших структур, чаша радости,
как структура. И вот она помогает нам настроить вот ту структуру, которая у нас в руках, тот свет, который у нас есть в руках, вот с тем светом, который у нас есть заложено в этой бутылке. В этой бутылке коньяка, которой уже много-много лет, да, то есть как бы много светов накапливалось в этом коньяке, и он теперь набрал, сконцентрировал, да, то есть как бы очень большую концентрацию вот этого света. Поэтому этот свет оттуда тоже входит в наш вот бокальчик. И бокал набирает не вещественный компонент, да, то есть не просто там спирт или спирит, как его говорят. Спирит – это дух. А вот этот дух как раз вот этого коньяка и входит вот в этот бокал, который мы держим в руках. Но чтобы этот процесс был более активен, давайте мы попробуем произнести тост. Выпьем за радостные реакции, несмотря ни на что, реагировать на все позитивно, видеть везде позитив. Вот, и от этого будет наша жизнь намного позитивнее и прекраснее. Так что выпьем за радость и позитив. Вот, поднимаю. Поднимаем и пробуем. Пробуем ощутить вот как бы через вот эту проекцию, да, то есть ощутить вот тот вкус того коньяка, который вот на который мы смотрим. Хотя бы понюхать хотя. Вот, давайте за то, чтобы это все у нас все-таки всякие чудеса происходили побольше в нашей жизни. И вот за творчество, которое мы в состоянии проявить, давайте вот за это и выпьем, чтобы мы могли его побольше проявлять. Ура! Ура! Потихонечку вот вкус начинает, не знаю, как у других, но мне кажется, что вкус начинает изменяться. Конечно, не до такой степени, чтобы... Но дух, который в нем проявляется, он уже становится более ощущабельным. Да, и нам еще надо мандарин попробовать. Ну или что-нибудь другой фрукт, который... Давайте сейчас мы заключительное как бы сделаем глоток за то, чтобы тот дух, который нас всех объединяет, который нам позволяет открывать в себе новые возможности, чтобы он нас все сильнее объединял, чтобы мы не только как бы в нем могли присутствовать как и ощущать его, да, но чтобы мы сами могли свой дух туда внести и, соответственно, усилить вот общее благодушие, которое мы можем проявлять и ощущать. И закусываем теперь мандаринкой, как бы транслируем вкусовые качества друг другу, как бы передаем тот вкус, который каждый ощущает, передает его по сети, да, то есть как бы у кого другие какие-то фрукты, он тоже передает это. И мы получаем некую вкусовую гамму, как некое единое поле вкуса жизни, которое нам будет сейчас помогать вот в следующей части нашего взаимодействия с структурами блага. Со структурами блага Gold, со структурами блага Brilliant, с тем, чтобы мы могли увеличить масштаб проявления себя и сети, ну, в гораздо большем, ну, как бы усиленном варианте. Так что вот, меняем вкусы, меняем предпочтения, в том, чтобы у нас были здоровые предпочтения, здоровые вкусы, и они в этом году у нас проявлялись самыми разнообразными вкусовыми ощущениями и наполняли нас, нашу жизнь новой радостью. Вот поэтому чаша радости, она для того, чтобы все, что мы в себя вводим, было в радость, и убираем из этого то, что мы все вводим, то, что там, допустим, оставили кто-то след другой. То есть то, что мы еду, питье в себя вводим, проходит как бы много стадий обработки, много стадий каких-то разных технологических процессов. И, естественно, каждый человек привносит что-то свое, записывает свой свет в эту еду. И с тем, чтобы мы могли не вводить то, что нам не надо, а ведь мы же не знаем, в каком состоянии человек был при этом, да, то есть как он себя чувствовал, жил ли он при этом счастливой жизнью или несчастливой, да, то есть как бы, или вот курица, которую мы съедаем, она счастливой жизнью жила или несчастливой. Ну, как бы, чтобы вот это вот несчастье
которое было привнесено где-то вот в эту пищевую цепочку, чтобы его можно было убрать, и чтобы только радость у нас уже осталась, которую мы в себя вводим. Вот чаша радости, она для этого и предназначена. Поэтому попробуйте. Вот Ольга нам потом более подробненько расскажет о своих ощущениях с этой взаимодействием, с этой структурой. Ну и те, у кого есть, тоже могут потом поделиться. Естественно, но все светлицы, они работают со временем, поэтому так или иначе событийный ряд будет меняться в той или иной мере, да, то есть как бы в зависимости от тех масштабов, с которыми мы взаимодействуем. Но чаша радости – это все-таки оперативный масштаб времени, да, то есть поэтому события, которые быстротекущие, они тоже будут меняться, улучшаться, и жизнь каким-то образом будет меняться в лучшую сторону вот на таких краткосрочных масштабах. Благо карты – это уже тактический масштаб, это масштаб, выходящий за пределы там каких-то вот процессов, требующих каких-то организаций, каких-то связей, проектов, изменений в своей жизни. Поэтому карта блага – это у нас масштаб более протяженный. Ну, естественно, вот зеркало, в котором мы до этого работали, это стратегические масштабы временные, которые могут даже выходить за пределы нашей жизни. Поэтому быстрее всего проявлять процессы оперативные. Да? То есть светлицы у нас, которые работают с оперативными масштабами, они быстро, их легко показывать, на самом деле, быстро эксперименты идут, то есть там на разных физических системах, химических, биологических, это можно видеть. Поэтому тот накоплен у нас экспериментальный материал, который есть, он больше накоплен вот на таких светлицах, как Супер, Конорм, там, например, ЛАД, которые работают на вот таком оперативном масштабе времени. Вот. Но мы сейчас будем говорить о другом масштабировании, о масштабировании потока благ. То есть потока благ, кроме масштаба временного, есть еще масштаб количественный. Да? То есть количество благ может быть разным. То есть с каким потоком вы взаимодействуете. Есть люди, которые взаимодействуют с небольшими потоками благ, да? То есть есть люди, которые не только со своим потоком благ взаимодействуют, но и с потоками благ других людей, потому что они являются, допустим, там, руководителями каких-то организаций, да, в их подчинении есть какие-то другие люди, для которых надо организовать вот этот поток благ. И в зависимости от этого вот у нас есть другие карты или структуры блага Gold, структуры блага Brilliant, структуры блага Silver, которые имеют другие масштабы, отличающиеся от просто благ. И кто имеет вот такие масштабы, тот может, соответственно, с ними поработать. Потому что чем больше бизнес, тем надо иметь, естественно, больший масштаб структуры для адекватного отображения. Но карты благо Gold и благо Brilliant – это уже не просто карты, это комплекты. Да? В комплект благо Gold входит светлица Супер, ЛАД, Комфорт. Вот как бы, то есть это комплект из 4. Потому что формировать надо не только локально как бы что-то вот связанное с потоком, но надо формировать также среду обитания. Поэтому это и телефон, это свой жидкий кристалл надо отстраивать на оперативном масштабе. И, соответственно, надо также иметь возможность пространство вокруг себя тоже поддерживать более чистым. Ну, а в благе Brilliant там, соответственно, все в 10 раз больше. 10 светлиц обычных, 10 ладов, 10 комфортов, для того, чтобы можно было какое-то своих заместителей тоже к этому полю привлечь. Но в данный момент у нас есть технология, которая позволяет обойти этот процесс, сделать его не обязательно вещественным, да, а можно через носители, которые у нас идут информационные, да, то есть электронные светлицы через трансляции. Трансляция на аккаунт. Вот. И тогда сам человек становится носителем этой структуры и с ней уже взаимодействует, он одновременно ее транслирует и вокруг себя. И можно подгружать не только себя, но и других людей в зависимости от этой потребности. То есть можно и коллективы также с ними взаимодействовать, а не только с одним человеком. Соответственно, если идет работа с коллективом, там, соответственно, цены другие, не то, что в рознице у нас выставлены на сайте. Какие есть вопросы? А вот по подключению других людей, совсем не обязательно, чтобы этот человек знал?
Вот, например, компьютер подключить. Да, можно и Сотрудника, друга там или еще кого-то. да. Или должно быть обязательно его согласие? Нет, не обязательно согласие. Почему? Потому что мы здесь как раз вот разработали технологию, которая эффективно реализует принцип «не навреди». То есть мы не вмешиваемся в процессы, которые там организует сам человек, а мы лишь только помогаем ему убрать то, что ему мешает, вот в более эффективной реализации. То есть что это значит? Что если человек даже не знает, то есть мы ему не можем сделать хуже. То есть мы можем улучшить его взаимодействие с миром, убрав ему какие-то вот искажения, которые почему-то ему не удается убрать самому. Вот. Это уже как бы для других, это у нас можно делать через другие уровни Бионета. У нас есть там бесплатный уровень Бионета, есть платный, когда мы можем там уже организовывать взаимодействие для других людей, а не только для себя. В принципе, можно делать аккаунты и бесплатные для людей, да, то есть как бы там электронный адрес нужен. Вот. Если мы просто какой-то абстрактный электронный адрес, мы как бы связанность все-таки похуже делаем, и нет гарантии, что эта связанность будет достаточной для того, чтобы можно было нормально, эффективно взаимодействовать с людьми. А вот когда мы делаем отдельно, ну, мы можем, смотрите, когда человек подключается осознанно к аккаунту, к Бионету, то он, его трансляция, как бы структура Бионета автоматически идет. Но если он и не подключился, допустим, а его кто-то подключил, возможно это или невозможно? Технически это возможно. Да? То есть как бы вот у нас есть его данные, да, фамилия, имя, отчество, дата рождения и электронная почта. Это как бы как идентификатор, через который мы можем эту связь организовать. И человеку тогда мы как бы его можем, ну то есть не через уже сайт Бионет это делать, а по-другому. То есть если кому-то это надо, то тогда мы можем списаться и организационно эти вопросы решить. Мы, в принципе, пытаемся сейчас сформировать еще и отделение, как бы связанное с бизнесом, как бы как это правильно организовать. Но как только у нас появятся люди, которые таких достаточно много, тогда мы можем это автоматизировать. Пока, так как у нас с бизнесом мало людей, которые к нам обращаются по повышению эффективности их бизнеса, то мы это делаем в индивидуальном порядке и в ручном режиме как бы присоединяем структуры. Ну что, продолжим? А еще вопрос можно? Да. Сергей, а есть различия взаимодействия с миром структур человека, вот, которого, например, я подключил с его согласия, ну, либо он сам подключился, то есть он поднимает, что он, как говорится, во что вляпывается, либо я кого-то вот подключаю анонимно. Как вот... Ну, и когда человек осознанно это делает, естественно, эффективность выше. Почему? Потому что он еще свое внимание туда направляет, и он как бы тем самым вот эту активность этой связи усиливает. Когда это происходит без его участия, то все равно структура работает, ну, как вот у нас опыты показывают, мы там делаем эксперименты с какими-нибудь там бактериями там, или с крысами, или там, с автомобилем, то есть мы видим, что результаты есть, да, то есть как бы, но внимание человека всегда работает как усилитель. Саша, вы что-то хотели сказать? Да, вот еще вопрос. Там в кабинете Бионета, как бы, ну, при подключении есть, получается, бесплатная базовая трансляция Бионет, Да. а есть еще можно отдельно как бы подключить отдельную трансляцию Бионет. Вот они вот, чем они отличаются Да, между это не собой? тем. Это на самом деле мы ее оставили, потому что есть иногда людям надо подключить как файл, М, да, или кого-то подключить к этой структуре, да, допустим, мгм. отдельно. Тогда нам человек берет, допустим, ее, ну, или в виде картинки получает, распечатывает, раздает, допустим, тем своим родственникам там, или каким-то людям, с которыми он работает. Поэтому
Ну, в смысле, отдельно ее подключать трансляцию на себя нет смысла. Угу, понятно. Спасибо. Угу. Так, ну что ж, замечательно. У нас как бы праздничное настроение мы немножко создали. Теперь будем делать масштабирование. Значит, для этого мы еще раз сделаем ту же самую процедуру. Мы опять же нарисуем вот таких же 9 листочков. Да, то есть возьмем фломастеры, но только уже в ускоренном режиме. То есть вы формируете запрос, который ставите себе, как бы опять же, как некую цель, задачу на это. Да, то есть те листочки, которые есть у нас, мы их сейчас тоже применим. Вот. Запрос у нас есть. И теперь начинаем, только мы уже не делаем первый лист, такой вот эту разграфку, да, как бы у нас первый лист сразу идет, сразу мы начинаем рисовать вот исходное состояние этой задачи. Значит, первый лист у нас мы рисуем отображение, слушаем как рука, да, но перед этим мы настраиваемся на карту блага, да, то есть на благо голд, на благо бриллиант, то, что у нас есть, мы взяли в руки, настроились на эту карту, ощутили вот этот поток благ, который идет к нам. И дальше уже карту эту используем, или эту структуру, если у нас ее нет, то мы настраиваемся на тот поток, который у нас есть, идет от экрана, потому что структуры присоединены. Вот. И дальше начинаем слушать, да, то есть как бы себя. Карта у нас уже, вот эта структура, как навигатор, начинает направлять нашу руку. То есть мы начинаем экспертно рисовать. То есть, ну, на уголочке ставим 1 на листочке, чтобы знать, что это первый листочек у нас. И начинаем отображать свою задачу, свой запрос. Как он, то есть только это делаем быстро. Несколько секунд, несколько штрихов, как бы, оп, и готово. Берем сразу, переходим ко второму листочку. И дальше начинаем рисовать траекторию. Траекторию движения во временном пространстве, вот с этими вот гиперкубом одновременно, да, то есть кубом парадоксов, взаимодействие с матрицей развития там, и так далее, как мы изменяем наша траектория движения во временном пространстве с тем, чтобы наша задача начала реализовываться. И продолжение у нас идет на листочке номер 2. Переходим на листочек номер 3. И поехали рисовать отображение на этом листочке. То есть идея какая, что мы это делаем, опять же, не сами по себе, не только вот я свою задачу отображаю, мы отображаем через сетевые отношения, на самом деле, интегральную характеристику всей сети, ее движение вот к этому новому масштабу потока благ, который будет проявляться во всей сети, а не только... Поэтому рука наша идет не локализованно, да, то есть она формируется оператором сетевым, ее движение, и задается. Не только моей задачей, как оператором, да, то есть, а всей сетью, как задатчиком вот этого движения вперед. Берем 5-й листочек, продолжаем рисовать. Дальше мы сейчас еще начнем с ними работать по-другому. Листочек номер 6. Это одновременно еще и коррекция ошибок, то есть своих и чужих. То есть мы как бы здесь в каждое движение есть не только просто движение куда-то, да, то есть это еще интегральное изменение структуры времени. Нелинейное причем изменение, потому что мы, получается, двигаемся в нелинейном времени как возможности траекторного отображения не локальной какой-то задачки, да, то есть, а во временном пространстве Земли, Солнечной системы, галактики и так далее. И одновременно в микромире, да, то есть как бы это же в микромире тоже проявлено в тех же движениях, в системе органов, в системе клеток, в системе
молекул, биомолекул, которые у нас есть. Потому что там тоже проявлены сетевые связи такого же многомерного характера. А то, что мы видим, это как отображение в трехмерном мире, это все-таки как проекция неких многомерных отношений, связей в нашем пространстве времени. Так, нарисовали 9 листочков. Что мы будем сейчас делать? Мы возьмем те предыдущие листочки, которые у нас есть, стопочкой. У нас их 9. И первый листок, который мы нарисовали, положим на вот эти вот 9 листочков, которые мы нарисовали сейчас. Да? То есть у нас получается такая стопочка из 10 листиков. 9 листов предыдущих и один, который вот у нас есть сейчас. Мы как бы вот масштаб. А дальше мы как бы вот у нас, представьте себе такой опять же конус. Вот у нас в основании только перевернутый конус. У нас маленькое основание, это вот эта стопочка наших рисунков предыдущих. А дальше этот конус расширяется и появляются вот эти вот остальные 9 листочков. Да? Поэтому мы сейчас их разложим на полу. Эти листочки в том пространстве, где вы можете ходить. Это мы организуем как раз временное пространство для наших взаимодействий. Значит, опять же, по центру вот этого временного пространства мы кладем эту стопочку. Это у нас будет исходное положение. А остальные мы кладем уже не в соответствии с той улиткой, которая у нас была в прошлый раз, а вот как вам кажется, что должно быть вот по-другому. Вот как вы хотите, вот разложите эти листочки. Получится у нас матрица 3 на 3, да? И я не совсем поняла. Мы рисовали как, на одном листочке? Нет, мы в прошлый раз рисовали... Нет, это понятно. А вот сейчас мы рисовали на одном листочке? Нет, сейчас мы на 9 рисовали. А новые 9? Новые 9. А, ну ладно. Хорошо. Ну, нарисуйте сейчас быстренько. Жик, пробежали траекторию. Мы 9 листочков сейчас уже зарисовали. Да. А вот вы сказали то, что направо пойдешь в прошлое, налево в будущее. Это Поворот. Ну, вот поворот, вы можете стоять на одном листочке и поворачивать, не двигаясь туда куда-то, да, можете просто на месте крутиться, например, да? Не, я имею в виду направление право и лево. Ну, против часовой стрелки это в прошлое, а от часовой стрелки в будущее. Поэтому часто налево уходит, да, в будущее уходит. Нет, ну, как бы тут... А лево это в прошлое. А? Почасовой в будущее. Почасовой в будущее, против часовой в прошлое. Мы как бы так, ну как бы. Но опять же мы не задумываемся на эту тему, когда мы ходим, потому что мы задачу эту выкидываем и не пытаемся анализировать. Да? Мы пытаемся как бы с глобальной позиции посмотреть, ощутить вот это вот наше единство взаимоотношений. Да? То есть мы вроде бы по себе каким-то случайным образом, кажется, ходим, но надо попробовать ощутить, что это вот такой получается световой оркестр. То есть во времени вы начинаете как бы двигаться как некая единая композиция, когда каждый слышит каждого. И в зависимости от этого, да, то есть начинается вот это движение. Кто-то, да, может быть, сделал какую-то ошибку и неправильно пошел. Но тогда ваш ход – это вы коррекция этой ошибки. Хотя вы этого и не знаете, что вы эту ошибку исправляете тем самым. Да, то есть вы как бы делаете свои какие-то дела. И поэтому мы не боимся тут каких-то ошибок наделать, потому что у нас здесь есть сразу автоматическая коррекция за счет сетевых отношений. Опять же, смотрите, у нас в центре есть листочек с сверткой как бы предыдущей работы, да, то есть и есть увеличение масштаба вот внешней работы. Поэтому мы не просто ходим, мы еще одновременно масштабируем наши какие-то предыдущие наработки и одновременно строим что-то еще дополнительное новое. Так. Можно еще вопрос? А на листочек можно несколько раз на один и тот же наступать? Или вот Насколько только по-разному? вы ходите, вы можете по-разному, много раз проходить один и тот же листочек.
То есть вы даже как бы меняете темп, вы быстро ходите, медленнее ходите. То есть не так, что зависли и где-то стоите, а вот пытаетесь все пространство как бы задействовать и много раз пройти по каким-то листочкам. Потому что каждый раз вы проходите по-новому, это уже другая траектория, вы как бы на другом уровне проходите этот листочек. Уже как только вы с него ушли, все, это уже другое, ну, как бы изменение уровня отношений. Сейчас. Поэтому не на одном листочке стоим, ходим, пока звучит музыка, мы ходим. А чистый листочек надо просто вне этой матрицы куда-то положить. И на него тоже надо наступать, когда... Да, это просто ноль, да, то есть как бы нулевой компонент. Как бы выход, вот есть матрица, да, то есть которая... Мы как бы есть возможность за нее выйти, она изменилась, а вы опять в нее входите. То есть это когда вы чувствуете, что вот что-то вот здесь вам... Не на каждом, ну, где-то надо вот выйти за пределы, чтобы была у нас возможность выйти за пределы. Понятно. Просто ходите, как вас ведет, то есть вот этот навигатор структуры блага и сетевой оператор, они вместе начинают взаимодействовать с вами, формируя вам траекторию движения вот во временном пространстве туда, куда вам надо. И куда надо не только вам, но и многим другим. То есть, причем это вот движение не только как бы вот в локальном как бы временном пространстве здесь, а это вы понимаете, что на самом деле во времени есть перемещение в те или иные области, которые мы можем сейчас это не воспринимать, но на самом деле любое наше изменение направления движения, скорости, поворота и так далее, это все изменение сразу всего временного пространства на всей сети взаимоотношений, а не только локально как бы в вашей точке. Ну что, готовы? Начинаем. А теперь остановились и посмотрите, на каком листочке вы остановились. Каким номером? Ну, запомните этот номер. И давайте попробуем в чате написать, какие циферки у нас получились. Ой, а новый лист где должен был быть? В смысле какой? Ну, этот пустой. Ну, где-то в стороне. Да, а он у меня на столе был. Ну, значит, без обнуления. Уже было много обнулений. Хорошо. Ну, у нас видно, что представлены все цифры, то есть по-разному кто как. То есть это говорит о том, что у нас как бы вот все поле было задействовано. То есть не где-то там сгруппировались в каком-то одном потом кусочке, а у нас получилось, что все временное пространство, оно оказалось заполненным участниками, не было выделено какого-то локального направления. И это хорошо. Потому что чем шире мы захватываем это пространство, тем больше возможностей проявления, тем более разнообразные комбинации могут быть в этом предъявлены. Вот сами делаем себе будущее. Да. Здорово. Отлично. За то, чтобы в нашей жизни вот начало проявляться то, что мы вот тут делаем хорошего, да, то есть чтобы в это вот благополучие, благосостояние и благодать, она ну, в реальной жизни стала осязаемой, и даже если что-то там где-то не так, ну, мы понимали, что это временное явление, и оно все равно нас сеть поддержит, и в конечном итоге все будет хорошо. Спасибо. До свидания. Поем песенку. Ку. Ну, Ку.